Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide. Всем привет! Меня зовут Кира, я директор по маркетингу компании Бруско. И сегодня мы ведем съемку нашего фильма прямо из Дубая. Как вы все знаете, мы в этом году выпустили много новых продуктов. Табак для кальяна, лимонады, много электронных сигарет. А самое главное, мы вышли на экспорт. Поэтому мы здесь и выставляемся на международной выставке World Shisha Dubai для того, чтобы найти новых партнеров в разных странах. Меня зовут Роман, я год работаю в компании Бруско. 4 месяца назад мы открыли направление экспорта, я его возглавил. И сейчас у нас произошло так, что нам объявили, что мы летим в Дубай на командировку, чтобы представлять наш бренд, нашу кальянную продукцию. Почему я в Дубае? На самом деле все очень просто и как бы банально, с другой стороны. Я знаю английский язык. До того, как я появился в компании Бруско, я ездил жить в Австралию, я прожил там практически год, выучил английский язык. После того, как я вернулся, я волею судьбы попал в компанию Бруско. И английский язык как бы привел меня в Дубай. Вау, и я здесь, ребята. Тем, кто работает в России, я хочу сказать, учите английский язык, и перед вами мир открывается. Спустя месяц после Хука Клаб Шоу в конце марта мы собирались с командой и сделали планы по выставкам на год. Как только прозвучало слово «выставка в Дубае», мое сердце замерло. Я всегда мечтала приехать сюда, и именно не в отпуск, а на деловую поездку. Моя мечта исполнилась, мы тут. Мои эмоции, в принципе, то, что я могу поехать в Дубай, в компании, в которой работаю буквально 2,5-3 месяца, с февраля в ней, это, конечно же, шок, приятный. Очень приятный шок. Тот момент, что компания оказывает огромный уровень доверия тебе, как специалисту, не может не радовать. Ты в ответ ей хочешь отдать абсолютно все, что у тебя есть. Когда нам объявили, что мы летим в Дубай, мы, конечно, были в шоке. Потому что Дубай — это все-таки такое место, где очень много кальянной индустрии, в принципе, присутствует на рынке. Очень большая конкуренция среди гигантов этого направления в целом. Поэтому для нас это было неожиданностью. Это, конечно, очень круто, что мы можем представляться. Поэтому посмотрим, как пройдет выставка. Она будет через несколько дней. Очень хочется посмотреть другие бренды, как это все представлено. Можно считать, что Дубай — это, в принципе, одна из столиц вообще кальянной индустрии. Очень хочется посмотреть на менталитет людей, прежде всего, которые будут приезжать на выставку. Неважно, будь это B2B-партнер или конечный потребитель, мы хотим доставить ему удовольствие. Надеюсь, у нас это получится. Ну что же, на календаре 17 мая, на моих часах уже 17:00, и мы в активной стадии подготовки нашего стенда. Естественно, без косяков и проблем не обошлось, но, без этого наша жизнь была бы совсем скучной. Форс-мажор форс-мажорами, мы не мы, если бы в них не вляпались. Выставка должна была состояться сегодня уже, но она будет завтра. Сейчас у нас готовится стенд. Основная проблема – это то, что у нас схема зала поменялась просто в последний момент. Должен был быть огромный проход, а за ним еще несколько стендов. Вот эти классные графические элементы, которые светятся, это наши банки, должны были привлекать внимание людей, а теперь не привлекают внимание стены. Классно? В России бы такого не было, но тут свершилось. Наш стенд по каким-то независимым от нас причинам застраивается позже, чем остальные экспоненты. У нас работа в прямом смысле кипит по всем фронтам. У нас одновременно стройка сочетается с уборкой, что уже немножко несуразно. Но как есть, так есть. Я надеюсь, мы все успеем и совсем справимся, поэтому держим кулачки. Есть некоторые сложности с языковыми барьерами. Они иногда возникают. Bro, please, can you give me a knife for boxes? Thank you. Если говорить об организации мероприятий в России, если вот так просто оглянуться, никто никуда не торопится. У нас, как происходит организация, все суетятся, все максимально быстро. Даже если у какого-то экспонента стенд выглядит вот так, если стенд выглядит как вот этот вот ящик, люди стараются сделать максимально быстро, качественно. Но если мы посмотрим на наш стенд, на другие стенды, их застройка идет вот такими темпами. Люди максимально расслаблены, и это сразу бросается в глаза. Так, мы на World Shisha Dubai, наш стенд уже готов. Все работает как часы, кальянный сервис просто красавчики. Касаемо продуктов, которые мы решили здесь представить, для наших арабских коллег, разумеется, это и табак, это и вейп.
это и наша бестабачка. В общем, абсолютно все. Причины, по которым мы решили так сделать, мы не знаем, что нужно арабскому, конечно, потребителю, да и B2B вопрос тоже, естественно, актуален. Много вопросов задавали про табак. Например, почему он темный? Честно, я зависла на минуту. Потом поняла, что для арабских стран нормальным табак считается, когда он красный. А темный для них что-то в новинку. Что удивило прежде всего, это, конечно же, наша бестабачка, потому что это что-то новое и неповторимое. Для них это максимально новый продукт на рынке, и приятно удивлять тем продуктом, который ты уже привык считать типичным. Все мы прекрасно помним, как бестабачка заходила на российский рынок. С огромным скепсисом. Здесь такого нет, здесь сразу воспринимают все позитивно. Каждый практически спросил, где это продается, сколько это будет стоить. К сожалению, пока мы не знаем, но мы дистрибьютор, мы ищем тебя. Когда я готовилась к выставке, я прекрасно понимала, что она будет небольшого размера, будет много небольших стендов, но будет большая концентрация именно B2B клиентов. Так все и произошло. Было много переговоров, у нас было 3 переговорные зоны, они были всегда заняты. Мне очень интересно вечером послушать, о чем разговаривали наши оптовые менеджеры. Наше ожидание от выставки было, что она будет гораздо меньше людей будут заинтересованы и приходить пробовать табак, а тем более меньше людей будут к нам обращаться, то реальность такова, что очень много людей подошло, очень много кальянных сетей подошло, производителей, просто оптовиков, дистрибьюторов, которые хотят попробовать, хотят пообщаться, познакомиться, которые готовы даже прийти на следующий день, потому что сегодня уже все расписано по всем встречам, мы не можем просто со всеми провести переговоры. На следующий день приедет эта часть, которая не смогла сегодня вообще с нами пообщаться на эту тему. Вот и подходит к концу выставка World Shisha Dubai, и фестиваль Арена совсем скоро закроет свои двери. Вначале было очень сложно, а теперь уже так грустно, что все заканчивается. Но год обещает быть насыщенным и интересным. Если ты разбираешься в кальянах, в закупках, в маркетинге, в продажах, неважно, у тебя свободный английский, мы ждем тебя. Поехали с нами дальше.